Всем привет! Вы на канале Дифи, мы по-прежнему находимся в УГ, и многие из вас мне пишут в Телеграме, в комментариях под роликами, что там с рубрикой «Перекуп». Многих из вас волнует этот вопрос. Сейчас я вам все расскажу, что с этой рубрикой будет дальше, как вообще там продвигается, есть какие-то успехи или же нету. Расскажу, чем я торгую, в общем, будет интересно. С вас, как всегда, лайк, подписочка на канал. Ну а теперь давайте к рубрике «Перекуп». Как видите, сейчас у меня на аккаунте есть 1 797 000 монет. Ну и кто следил активно за проектом, знает, что эта сумма должна быть как минимум в 5 раз больше, чтобы достичь той суммы, которая была в прошлом ролике. Где же тогда те самые 8 миллионов, куда они делись? Эти 8 миллионов я потратил на чертежи для одного из своих автомобилей, чтобы его прокачать. Но вы спросите, разве не проще развиваться с 10 мультами, а не с 2? Да, конечно, с 10 мультами проще торговать на рынке, но для себя с торговлей на рынке я завязал. Конечно, можно покупать, продавать, но все упирается во время, и не только. Во-первых, чем больше у вас бюджет, тем тяжелее контролировать тот товар, который у вас есть. Это, скорее всего, основная для меня причина, почему я завязал с этим проектом. Потому что реально, когда у вас есть такая сумма аж в 10 мультов, да, в целом это немного, это всего лишь какой-то один несчастный двигатель от Вайпера или Хуракана, но тем не менее, торговать тяжело. Влаживаться в один товар попросту невыгодно. А когда вы разбиваете эти деньги по различным товарам, то нужно контролить каждую продажу, потому что цены могут резко взлетать, резко падать, и ваша задача это все контролировать. На это нужно огромное количество времени, в целом, скорее всего, круглосуточно сидеть в игре, чтобы добиться каких-то весомых успехов. И вдруг у вас там проскакивает мысль, а что если влаживаться в один какой-то товар? Успеха вы таким способом точно не добьетесь, потому что, когда вы будете влаживаться в один товар, скопом весь вы его не сможете продать, потому что цена будет меняться, а за каждый выставленный или возвращенный товар вам нужно будет платить монеты, что будет влиять на ваш заработок. И так вы можете уйти в минус с какой-то перепродажи. И если этот алгоритм будет повторяться, вы будете терять попросту свои монеты. Если вы будете влаживаться в различные товары, то к определенному бюджету вы дойдете тоже до той ситуации, когда у вас будет полно этих товаров, и разом вы их все не выставите. Контролировать каждый вы тоже не сможете, и тоже, вероятно, где-то будете уходить в минус. Мне кажется, золотая средина это иметь 5 миллионов монет. Для чего? Банально, с тех же самых перепродаж, которые я показывал в прошлых роликах, вы можете за день поднимать от 1 миллиона и до 3. Можно если выжимать по максимуму своего времени, можно выжимать 3 с таких простеньких перепродаж. И те самые 2 миллиона, миллион или 3 миллиона, которые вы заработаете, вы можете влаживать в свои проекты, в свои машины, а эти 5 миллионов вы имеете в бюджете, чтобы когда у вас появилось время, вы могли спокойно заняться один день перепродаж и заработать какие-то монеты и вложить их в свои проекты. К слову, чем же все-таки выгодно торговать? Я выяснил, что когда у вас бюджет меньше, чем 1 миллион, очень выгодно торговать с синими чертежами. В целом там неплохие зазоры, и на них реально можно зарабатывать постоянно и без разницы, какой у вас там бюджет. Насчет фиолетовых чертежей, ими тоже выгодно торговать, но уже при бюджете хотя бы в 2 мульта. Тогда можно торговать уже и фиолетовыми. Желтые чертежи, если вы захотите торговать, ими тоже выгодно торговать, но не в большом количестве, на них также есть хороший зазор, и торговать желтыми чертежами я бы вам советовал, когда у вас будет хотя бы 5 миллионов, чтобы, допустим, 3 миллиона вложить в фиолетовые, а еще 2 в желтые. Если мы говорим про оранжевые чертежи, то тоже нужно их брать в небольшом количестве, потому что их покупают намного дольше, нежели те же фиолетовые, и торговать я ими советую, когда у вас будет бюджет реально хотя бы в мультов 10. Также выгодно к этим перепродажам подключать купоны. Купоны на 15 литров топлива берите, как у вас стукнет 1 миллион, сразу можете ими торговать. Насчет билета чемпионата, то здесь вы можете как уйти в плюс, так и остаться в нуле. То есть
Нужно контролировать каждую продажу, потому что в огромном количестве вы не закупитесь и не продадите. Можно, но вот можно воздержаться от продажи данных купонов. Насчет купонов опыта по 10 опыта и купонов по 10 баксов, то это выгодно, но когда у вас есть бюджет, чтобы вы могли за раз скопом взять огромное количество купонов, но тоже все-таки нужно контролировать каждую продажу. Следующими категориями, как двигатели, я вам вообще не рекомендую торговать. Во-первых, те двигатели, которые стоят до 4 миллионов, а это А-класс, С-класс, Б-класс, иногда Е-класс можно словить, торговать нету смысла. Есть смысл торговать двигателями от Viper, от Huracan, но когда у вас в бюджете есть хотя бы миллионов 40. Так просто влаживаться в двигатели нет смысла, потому что вы замораживаете свои активы. Двигатели намного дольше продаются, и ими торговать не особо и выгодно. Насчет категорий таких, как, допустим, детали, ящики, моды, я вам ничего сказать не могу. Баксами перепродажи я не занимался, но вот если у вас будет такое желание, советую вам начать с купонов на Nitro, потом перейти на какие-то ящички, а уже после на моды. Насчет автомобилей. Автомобили тоже как бы за баксы ничего не скажу вам, а за монеты скажу вам, что это попросту невыгодно. Их тоже берут не так уж и быстро, нужно ждать, надо время, словить их тоже как бы смысла особого нет, потому что разница будет небольшая, и за тот период, когда вы будете продавать какой-то из автомобилей, вы сможете больше заработать на перепродаже любых чертежей. Это так мои вам советы, чем бы я торговал, если бы имел огромное количество времени и желания. Потому что, честно, желание тоже иногда пропадает, вы сами выгораете от этих перепродаж, и это так же самое, как с турнирами, когда вам нужно рано проснуться, чтобы покатать какой-то турнир. Ну, такого смысла как такового нету. Так что перепродажи это сомнительная тема, если вы хотите достичь каких-то больших бюджетов. А вот в перспективе, чтобы иметь каких-то 2-5 миллионов, крутить, снить обороты и влаживаться в прокачку автомобилей, вот это, я считаю, хорошая тема, и ей стоит реально заниматься. Ну и вдруг вас зацепила тема, как же можно все-таки заработать в УГ, я могу заснять для вас ролик, как фармить ресурсы. Да, такой ролик был, но есть новые способы, есть те способы, которые устарели, так что если интересно, напишите об этом в комментах, но это касается больше новичков. Ну и я надеюсь, что ролик вам понравился, вы уже оценили его лайком, если вы этого еще не сделали, делайте. Ну и всем спасибо за просмотр, с вами был как всегда Дифи, пока-пока.